Всем привет, случайные и неслучайные зрители моего канала. Следующая модификация к Postal, Postal Retribution. И до недавнего времени Она я у нас работал русифицированная, вахтенным кстати, известного поэтому в этих слушаем. американских краях наркодилера по кличке Царь. Так уж получилось, что я совершил ошибку при работе над партией товара. В общем, эта партия была полностью испорчена. Ну, тогда Царь взбесился, конечно. Но кто знал, на что он пойдет в итоге. Прошло всего несколько часов, я вернулся домой после выслушивания его истошных воплей. Жена ждала меня. Она ведь и не знала, кем я работал. Сейчас открою, только куртку докину. Вот и ты. Царь передавал тебе привет. В общем, в дом вломились его подчиненные. Две лысые гориллы. Убили жену, меня искалечили. Я, конечно же, им задал. Одному сердце вырвал, другому рожу в борщ превратил. Но жену-то уже не вернуть. У одного из них был нож, и он неплохо так меня саданул. После расправы я бросился бежать. Очутился в каком-то подвале гетто, где и вырубился. Но теперь хватит лежать. Раны вроде бы затянулись, но боль в душе ничем не займешь. Пора уничтожить дело царя, убить всех его громил до единого и, конечно же, заставить его жалеть о содеянном. Это будет трудно, но я это сделаю. Я обязан это сделать. Итак, вот такая вот кат-сцена, история данного мода. Ну что ж, Postal в российском гетто. Что могу сразу сказать об изменениях? Изменен интерфейс. Возможно, это будет удобно. Но не знаю. Пускай это будет зад. У нас здесь есть режим замедления, а именно слоумо, который сейчас почему-то не срабатывает. Ну да ладно. Здесь у нас туннель. Пора за дело. Ну, как говорится, давай. У нас здесь появился режим рукопашного боя. Ну, подходи, подходи. Можно бить как правой рукой, так и левой. Загрел двоих. Теперь у нас есть бита. Уже лучше. Еще одна бита находится в мусорном баке. Ну, в принципе, ничего кроме. Да как же я люблю эту игру все-таки, а? Так, да, есть. Продолжаем дальше. Так как после того, как я застрял в баке, я просто не смог оттуда выбраться. Так я ж по тебе не попал. Сейчас попал.
Так, этот тоже вырублен. Просто микроконтроль в действии. 13 хп, здравствуйте. Минус, огромный минус у нас здесь Не заставляйте меня звонить в полицию. восстанавливается хп. Колман, что ты здесь делаешь? Или это был не Колман, это был другой черный. Ну, неважно. В темноте как-то было немножко непонятно. Так, есть возможность подняться наверх. Кстати, которой мы воспользуемся. Мало ли здесь что-то лежит. А здесь лежит пустая бутылка, которую мы не можем взять. Ага. Чё, колобанга? Очень классный звук убиты здесь. Очень прикольно. Очень мне такое нравится. Так, ну, я понимаю, что подъем здесь не просто так, поэтому с помощью него мы спускаемся. Ага, здесь уже в нас начинают стрелять. Соответственно, вырубаем, забираем. Соответственно, разжились пистолетом. И если я правильно понимаю, недостаток патронов здесь это Судя по нормально. всему, без сознания я там пролежал несколько Следующая часов. катсцена. И пока я отлеживался, царь, похоже, послал за мной бандюков. Все гетто заполонили эти лысые чуваки в черном. Ну что ж, это была разминка. А что будет дальше, я не знаю. Ведь дальше его территория. А значит, и врагов у меня заметно поприбавится. Итак, переход на следующую локацию. С количеством хп и с патронами у нас явная проблема, но что-то мне подсказывает, что в дальнейшем проблему, ну, по крайней мере, с патронами мы исправим. Хранение начала нового дня, новая локация. ХП у нас теперь 100%. Это еще один момент, который очень облегчает игру. И, ну, это не круто. Вот честно, это абсолютно не круто. Очень классная музыка на фоне, отмечу. Очень атмосферненько получается. Так, ну, пока пошаримся по домикам. Двери не активны. К большому сожалению. Горит стол. Ну, в принципе, тоже хорошо. Ага, они были враждебны, оказывается. Очень долгая перезарядка. Очень долгая перезарядка. Ну, в принципе, справились. Хорошо. Мне пока что нравится вообще все здесь, кроме автовосстановления ХП. Это вообще не очень. И, ну, то, что в окошечке мы просто запрыгиваем, то есть не нужно для этого приседать и залазить, это тоже не совсем круто. Угу. Есть аптечка. Ну, что ж, продвигаемся дальше. Все-таки музыка на фоне это прям очень-очень круто. Бить ногой мы не можем, поэтому мы... Нет, они здесь не работают. Очень классно, кстати, стреляет пистолет. Сами звуки
они отличаются от оригинальной части Постала. Да, я в любом случае буду в модах всегда сравнивать оригинальную часть. Звуки и анимация выстрелов, она отличается, и выглядит это довольно круто. Да, это не ново, но это круто. Paradise Security, то есть, как бы, к сожалению, не перерисовали автомобили полиции, потому что это не происходит в Paradise. Я, конечно, как всегда, задушнил. Все хорошо. Красные деревья. Это, ну, типа они в крови, но выглядит это, скажем так, не очень. Автобус, возможно, школьный. Переходим в следующий квартальчик. Оп, одного подагрили. Хорошо. Второй в помойку. Страшно, очень страшно. А у меня патрончики-то заканчиваются. А их тут толпа-то какая. В принципе, есть еще на пистолете. Все. 10 хп. Умирай. Да. Ну что ж. Сейчас, по крайней мере, мы знаем то, что надо всех их вычищать. И делать это сразу. Потому что потом будут проблемы. Один, кстати, выбежал вообще из непонятного места. То есть, с другой стороны, это интересно, то, что они спамятся в рандомных местах, возможно. И как бы, ну, довольно круто то, что такой поворачиваешься, о, сзади челик бежит. Как бы эффект неожиданности в действии, я бы сказал. Перезарядка на пистолете, кстати, тоже довольно-таки хорошо смотрится, потому что в оригинальной части Postal перезарядки не было вообще ни на чем. То есть это еще один довольно-таки большой плюсик. Так, перезарядка у нас работает также и с правой кнопки мыши. В принципе, неплохо. Ага. Z. А, X у нас выбрасывает. Z у нас выбрасывает. А что у нас тогда на замедление? Ну, ничего страшного, в принципе, пройдем без замедления. Я не знаю, как там кнопка. Я вроде бы ее устанавливал, но почему-то оно не работает. Людей, кстати, заметно меньше в этот раз. Я не знаю, на что это влияет, но в прошлый раз здесь-то нас и положили. Так, перепрыгнуть через машину нельзя. Невидимые стены. Люблю. Патроны. Патронов больше нет. Не хочу я на тебя патроны тратить, пожалуй. Чел просто лунную походку выдает. Просто бежит задом. Но, к сожалению, с ИИ у нас проблемы, в принципе, такие же. То есть, враги это просто какой-то кошмар. То есть, они убегают. Ведут себя неадекватно.
Ну, к сожалению, движок в то время не давал сделать более прогрессивный искусственный интеллект, поэтому довольствуемся тем, что есть. Автомат Калашникова. Пускай лежит, пускай будет. Так, да, очередная невидимая стена. Опробуем. Это очень круто смотрится. Но для полноты картины, конечно, могли бы еще и значки в худи и в селекторе оружия поменять. И было бы прям вообще замечательно. Согрели остальных. Так. Вот она, вся эта пачка, которая нас-то и положила. Так. Ну что? Надо с этим что-то делать. Мне это такое не нравится. А все почему? Потому что я забываю сохраняться. Так, теперь я увидел, что они выпрыгивают из окон. Кстати, очень круто. Очередные моменты, которые я замечаю, наверное, с третьей переигровки. Здесь есть анимация у крови. Еще один плюс. Также здесь у нас были медпаки, про которые не стоит забывать. Так как с хпшечкой у нас здесь проблемы. Все, восстановили фул. Перезаряд. Да, это мы пришли к началу, я перепутал направление. Ну, в этот раз, кстати, надписи на таксофонах они не перевели. Донат Холл. Тот самый пончик из Postal, который мы видели в сиквеле, не сиквеле, а в первой части Гриндемаркер. Сиквел тоже уже, в принципе, записан. Скоро будет на канале. Вот. Это пончики из оригинальной части Postal. Те самые легендарные. Теперь у них есть своя вывеска, свой торговый знак. Не долетаем. Ну что ж, смотрим, кто у нас здесь по количеству врагов. Я надеюсь, опять не сагрится вся вот эта огромная толпа. Нет, туда не сагрилась. Здесь щеглы. Щеглы упали. 2 Патрика. Выкуривать будем по одному, потому что с оружием явные проблемки. Здесь я предлагаю сохраниться, дабы избежать повторно переигровки. И тоже все. Ага, машины также могут взрываться. Отлично.
Что, кстати, тоже мне помог. Угу. Тем временем у нас 28 хп, и все очень плохо, потому что... А, тут тоже щегол. Да. Но в этот раз мы сохранились, поэтому... В принципе, проблем возникнуть не должно. Машина почему-то не нанесла ему урон. Удивительно. Я забыл про имеющийся автомат, кстати. Не могу определить, что у автомата с дамагом. То есть такое ощущение, как будто он не дамажит абсолютно. Дробовик, да. Дробовик понимаю. Есть. Будем, наверное, пробовать долбить с упора. Они сагрились. Я понял. В принципе, урон проходит. Даже с такого расстояния на дробовике. Так, первый улетел. Недолет. Сейчас долетело. Понял. Этих тоже, в принципе, минусанули. Горевшая тачка. Ну, предлагаю сохраниться еще раз. Нет, туда мы пока что лезть не будем. Я думаю, они не просто так оставили это место открытым. Нет, все-таки просто так. Ничего там нет. Так, ну, щеглы сильно не мешаются. Все-таки мешаются. Угу. Урон, я так понимаю, будет, да? А, теперь вот я понял, что у нас с дамагом по калашу. Теперь я, по крайней мере, вижу хоть что-то. Да, да. Все теперь становится, в принципе, предельно ясным. Так, тут щегол. Я так понимаю, двери здесь не открываются от слова совсем. Это печально. Несколько дверей, по-моему, только одна синяя была, которая нормально открылась. Остальные, они не активны. Ну, если бы они еще и помещение бы сделали и прорисовали нормально, то есть, чтобы в каждое помещение можно было зайти. Это была бы вообще вышка. Но тогда бы этот мод, я думаю, не висел бы где-то в аналах мастерской Постала. О нем бы знало довольно-таки большое количество людей. То есть вот, если помещение у нас открыто, спокойно заходим, лутаемся. Так, ты патрончики-то забери. Патрончиков-то мало не бывает. Кстати, отсылочка. Ссылочка на обезьянок из Paradise Lost. А вот вторую почему-то забрать не получается.
Ну-ка, попробуем схитрить. Нет, она просто нарисованная. Перезарядились. Бля, как же меня все-таки это радует. Перезаряд и вот эти вот все. Очень круто. На самом деле, во второй части очень-очень ее не хватало. Центр района превратился в Кат-сцена, кровавое месиво. которая, к Видимо, сожалению, он не зря прорисована. снова группировкой латиносов или как их там. Вот он и забил тревогу. Окружил себя охраной по самой не хочу. Вот только он не знает, что я уже иду по его душу. Центр позади, а дальше нас ждет отель. Его главная база. Там я с ним и поквитаюсь. Ему уже наверняка доложил кто-нибудь из выживших. Так что меня будут ждать и встретят с удовольствием. Ну что ж, нужно приготовиться. Тем временем, третья локация. Отель. Я так понимаю, эта локация последняя. Так как там будет находиться наша цель. Можно сказать, тот самый босс качалки. Царь. Центр города пройден. Ну что ж, поехали. Оружие у нас все остается. На нас сразу агрится куча щеглов, не только. Так что, в принципе, отстреливаться начинаем сразу же. Эта машинка не взрывается. Это печально. Кончились патроны. В принципе, унизили нас примерно сразу же. Так, ну вот, толпа побежала. Собираем у копов. Оружие, оно им уже не понадобится. Побежали щеглы. Очень быстро. Но, я думаю, так и продолжим. Но долбить будем с упора. Там, кстати, у нас есть еще один броничек. Броничек я, кстати, не заметил. Идем за броничком. Обязательно, обязательно. Итак, оружие не забываем. Оружие не забываем. У нас есть еще 2 аптечки, кстати, которые я тоже не заметил. Бустанулись по ХП. Довольно успешно. Лесенки. Нужно здесь все-таки повнимательнее смотреть, потому что да. Потому что пропускаем. Так, еще один щегол, и там с автоматами. Не будет оно долетать. По этой причине. Прям старый добрый. И ебеним с упора. В принципе, все. Так, там уже тоже вовсю по нам дают. И дают довольно-таки здраво. Попробуем здесь поковыряться, найти аптечку. Аптечку нашли, кстати, еще другие плюшки, которые нам могут понадобиться. Угу. Чел долбит с крыши. Это не круто. Это ну вот совсем прям не круто.
Кстати, калаш не остается там же. Он может упасть. И он упал. А что с уроном? Кто мне скажет? Почему не проходит урон? Так-то лучше. А тем временем здесь мы можем зайти вовнутрь. Отмечу, то, что здесь, в здание, мы заходить можем. Ну, по крайней мере, вот в это вот одно, в сам отель. Что тоже очень круто. Но я не думаю, что здания чем-то будут отличаться от оригинальной игры. То есть, ну, все в принципе так. Стреляться в закрытых помещениях, конечно, такое себе. Не очень круто. Ждем перезарядку. Тем временем здесь у нас бронь, Патрики. Еще Патрики. Отлично, отлично. Живем. Это, я так понимаю, подвальное помещение. Если таким его можно назвать. А вот то, что вот эта дверь закрыта, это печально. Но там написано выход. Возможно, через него мы будем выбираться в конце. Так, это помещение, которое у нас видно с главного входа. В принципе, не знаю, это можно определить как касса. Ну, я бы, наверное, так и подумал, что это касса. Так, можно, не надо? Перезарядочка. В принципе, я открыт, поэтому надо его убирать. Ну, его, в принципе, тоже. Теперь пытаемся, значит, разобраться, как нам подняться наверх. Потому что это у нас очередной выход. Здесь у нас... Ну, здесь есть лесенка, окей. Да, сюда нам и нужно. Снимаем лут. Проходим дальше. Идет загрузка. Я так понимаю, мы нашу цель выполнили. А вот то, что бронечку взять не успел, это печально. Я всех убил, но очищения и радости от этого не чувствую. Да, стало немного легче, но душевная боль не угасла. Да и не угаснет. Нужно возвращаться домой, похоронить жену по-человечески. Да, свою задачу мы выполнили. И, в принципе, отсюда уезжаем. Сохранение начала нового дня. Здесь мы еще можем бегать. Значит, я ошибся. Значит, там была не последняя локация. Да, это мы похоронили жену и нас кладбище.
Просто ебанутые зажимы в деле. Уходим в перезарядку. Да, я так понимаю, здесь подъем. Переходить нужно будет туда на мост. Круто. Postal Storyline. Ну да, это кладбище из оригинальной части Postal 2. Так, вот это вот сейчас совсем не помешает. Так, прилет. Прилеты оттуда идут. А вот там еще гранатки имеются. А вот он, молодой, с гранатками. И можешь тут, бля, умирать, ты думаешь, нет? В принципе, он от своей гранатки, походу, и откис. Итак. Бля, жирный дядька попался, конечно, плотненько. Остатки армии царя пытались достать меня даже в самом тихом и спокойном месте на земле. К их несчастью, моя ненависть еще не угасла, так что я оказал им неплохое сопротивление. Мне некуда ехать, и меня наверняка будет преследовать полиция. Но это уже совсем другая история. Я ведь русский, что-нибудь да придумаю. Ну вот это сейчас было очень круто. Да, за музыку отдельный респект создателям мода. Возможно, хоть у меня и канал недавно созданный, возможно, когда-нибудь они увидят. И мод просто шикарен. То есть практически никаких недостатков я не увидел. Ну, наверное, кроме того, что восстанавливается уровень здоровья при переходе с локации на локацию. Вот. Мало помещений. То есть все слишком коридорно. Но это вот только два единственных минуса. Во всем остальном классный сюжет. Очень классная фоновая музыка, то бишь саундтрек очень понравился. Новые персонажи, то есть видно, что некоторые были перерисованы с нуля. Так что, на мой взгляд, ну, примерно вот такими вот должны быть модификации к Postal. Со своей какой-то историей, с новыми механиками, то есть вот, допустим, как я уже говорил про перезарядку, анимации очень многие поправлены, допустим, анимация крови, то есть, ну вот примерно вот так вот все это и должно быть. Большое спасибо. Если вам видос понравился, ставим лайки, если не понравился, ставим дизлайки, неважно, что их отключили, я все равно все увижу. Оставляйте комментарии, также согласны вы с моим мнением, либо не согласны. Может быть, что-то хотели бы также добавить к плюсам или к минусам. Ну а с зрителями увидимся в следующем видеоролике. Не забывайте подписываться. Всем пока.